Вы на канале «Это вкусно». Сколько готовлю блюда из лаваша, столько и поражаюсь его универсальности. Сегодня хочу предложить вам одно из любимых многими блюд – чебуреки, только вместо теста возьмем лаваш. Быстро, удобно, вкусно. А главное, что с приготовлением такого блюда справятся даже те, кто не дружит с тестом. Давайте готовить, и вы сами все увидите. А список всех ингредиентов вы, как всегда, найдете в конце видео. Я взяла лаваш двух видов, один вот такой круглый, он более плотный, и традиционный лаваш, более тонкие прямоугольные листы. Готовить можно из любого, но я вам расскажу о некоторых нюансах использования разного лаваша. Если у вас вот такие листы, то вы можете легко вырезать ножницами круг нужного диаметра. Именно ножницами удобнее всего нарезать лаваш. В качестве трафарита я использую уже готовый круглый лаваш. Вы можете вырезать круг из бумаги или приложить тарелку нужного диаметра. Заготовки сделаны. Теперь о начинках. У меня их будет две. Первая традиционная – это мясной фарш. У меня говядина со свининой 50 на 50, но можно брать любой. Лук для фарша я измельчаю в блендере в кашу, чтобы он успел приготовиться и в начинке не было вкуса сырого лука. Вот до такого состояния. Отправляю лук к мясу. Добавляю соль и черный молотый перец. Все хорошенько перемешиваю. В фарш для чебуреков я всегда добавляю холодную воду. Он должен быть немного жидковатым. Вот примерно такой консистенции. Уберу его пока в холодильник и приготовлю вторую начинку. Это брынза со шпинатом. Брынзу разминаю вилкой. Вместо брынзы вы можете взять обычный творог, фету или другой рассольный сыр. Затем нарезаю мелко шпинат. Вместо шпината можно взять зеленый лук или другую зелень. Самое время поставить рецепту лайк. Сделайте это, чтобы видео посмотрело как можно больше зрителей. Так вы поможете развитию моего канала. Нарезанный шпинат отправляю к брынзе и перемешиваю. Добавляю немного свежемолотого черного перца, а вот соли мне не нужно, так как брынза уже соленая. Если используете творог, тогда посолите начинку. Как видите, приготовление начинок не занимает много времени, а лаваш и вовсе готов. Для того, чтобы скрепить края, мне понадобится одно яйцо. У меня на канале есть рецепт быстрого пирога из лаваша с начинкой из творога и зелени. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Начинаю делать чебуреки. Первыми приготовлю с брынзой и шпинатом. Половину круга намазываю начинкой, не доходя до края 1–1,5 см. Начинки кладите столько, чтобы она чувствовалась в готовых чебуреках. При помощи кисточки смазываю края размешанным яйцом. Накрываю второй половинкой и слегка придавливаю край. Даже если край у вас сразу не склеится, то во время жарки яйцо схватится и начинка не вытечет. Намазываю для сравнения и тонкий лаваш, который я вырезала, и тот, который поплотнее. Также формирую и чебуреки с фаршем. Фарш размазываю на одной половине круга, смазываю края и накрываю второй половиной. Прижимаю. Первая партия готова.
я начну их жарить. Наливаю в сковороду немного растительного масла и разогреваю. Обратите внимание, что в данном рецепте масло идет в разы меньше, чем при приготовлении настоящих чебуреков, а следовательно меньше жира, меньше дыма. Выкладываю по 2 чебурека и лопаточкой сразу прохожусь по краю, придавливая срез. Так он точно запечатается и не будет вытекать сок. Жарю на небольшой мощности примерно по 1,5–2 минуты с каждой стороны. В процессе жарки чебуреки из тонкого лаваша нужно переворачивать очень аккуратно, так как тесто очень нежное и может в любой момент порваться. А тогда вытечет сок и чебуреки уже не будут такими сочными. В этом основное различие между использованием более тонкого и более плотного лаваша. Готовые чебуреки перекладываю на тарелку и жарю вторую партию. При необходимости можно подлить еще 1 ложечку масла. Ну вот, 1 партия чебуреков готова. Давайте пробовать. Я люблю их подавать с йогуртом, сметаной, айраном или кефиром, в общем, любой кисломолочный продукт. Возьмем с мясом. Он очень горячий, поэтому я разрежу его ножом. Внутри достаточно сока, он не вытек. Лаваш зажарился и тоже немного хрустит. По вкусу он практически не уступает настоящим чебурекам, но экономия времени очень большая. С брынзой также получаются сочными и вкусными. Моя семья очень любит настоящие чебуреки из домашнего теста. Я довольно часто их готовлю, но поверьте, что быстрые чебуреки из лаваша получаются тоже очень вкусными. Но от себя посоветую все же использовать более плотный лаваш. Тогда они будут более хрустящими, тесто не будет рваться и начинка останется сочной. Для приготовления мне сегодня понадобилось лаваш, 1 яйцо для смазывания края, растительное масло для жарки, первая начинка 500 граммов мясного фарша, 1 луковица, соль, черный перец и вода. И для второй начинки 300 граммов брынзы, шпинат и черный перец. И вот такие вкусные чебуреки на скорую руку у меня сегодня получились. Готовьте и наслаждайтесь. Мои любимые рецепты блюд несладкой выпечки смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!